Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и я напоминаю, что мы с вами шьем упрощенный жакет с нуля. И мы уже практически подошли к завершению. Нам осталось пришить воротничок и соединить подкладку с жакетом. И сегодня у нас тема воротничка. И еще я хотела бы поговорить о подплечниках. В этой модели я хочу использовать подплечники. То есть, если я использую подокатники, значит подплечники должны быть. Кстати, я не сказала, если ваша ткань достаточно мягкая, и если, допустим, вы пришили рукавчики, наденьте на себя, посмотрите. Если вам, нормально вот эта линия оката рукава, если вам нравится, то, в принципе, подокатники и подплечники можно не использовать. Это если у вас ткань достаточно мягкая, струящаяся, то есть если или как мы шили, когда вот я шила тигровый такой костюм, да, в серии «Простой крой», да, я показывала. Вот на такую ткань можно не использовать ни подплечники, ни подокатники, там я не использовала. То есть вообще все упрощенно, все максимально упрощенно. Здесь же я хочу использовать, во-первых, потому что у меня габардин, это более такая, это костюмная ткань, но она, наверное, одна из тонких костюмных тканей. Но однако же она формодержащая. Как бы там ни было, она все равно идет формодержащая, она идет плотненькая, это не шифон какой-то, это не трикотаж, то есть это не что-то такое мягкое, струящееся, да. Поэтому я подумала, что сюда просто вот эти все подокатники и подплечники просто будут нужны, просто вот прям необходимы. Мне так захотелось, мне так кажется. Я сейчас, наверное, даже покажу на себе. Смотрите, подокатник делает линию головки рукава более такой строгой. Несмотря на то, что у нас жакетик такой легкий, вальяжный, но линия плеча, смотрите, такая строгая. А подплечник, он вообще придаст такую, не знаю, линию прям... Так, где у меня там? Вообще такую, смотрите... Класс просто. Вот без плеча и с плечиком. Посмотрите. Вообще другой вид, согласитесь? Другой вид. Вообще отличается. Значит, поэтому я решила, то есть я примерила, и поэтому решила сделать и подокатники, и подплечники. Итак, у нас две детали воротничка. Одна деталь продублирована, вторая нет. И должна сказать, что воротничок я корректировала. То есть у меня он получился немного длиннее. То есть у меня получается примерно здесь 1,5 сантиметра я сняла и здесь, то есть ширину, да. Поэтому вот эта ширина у меня уменьшилась. То есть у меня получится воротничок немного меньше, чем лацкан. Я его, в принципе, так и оставлю. Если вам хочется сравнять, то вам просто нужно будет срезать немножко лацкан, то есть, немножко уменьшить ширину лацкана. Но я оставлю так. Смотрите, я нахожу центр на одном воротничке и на втором воротничке. Так, вот это у меня будет, вот здесь у меня есть отметки, это у меня к горловине. Так, вот эта деталь к горловине, чтобы не перепутать. И я нахожу центр воротничка одной детали и второй детали. Здесь у меня, по-моему, этот вот и есть центр, где я стрелочку поставила. Да, это и есть центр у меня. Вот так. Теперь мы с вами будем прикалывать. Сначала я буду прикалывать воротничок, потом буду приметывать, а потом уже буду сшивать. Смотрите, к подкладочке мы будем с вами пришивать ту деталь, которая не продублирована. Конечно же, мы должны найти центр спины. Где у меня мелочек? Находим центр спины. Лицо к лицу. Центр с центром. Я скалываю. И уже от центра в одну и в другую сторону прикалываю свой воротничок. Вот так я сначала приколола его и поняла, что у меня немножечко воротничок длиннее, чем нужен, чем должен быть.
Поэтому я его немножечко обрезала по краям. Но не торопитесь обрезать. Я сейчас приколю и покажу, постараюсь очень близко и подробно показать. Так, как бы вот так сделать лучше, наверное. Почему нельзя торопиться обрезать? Так, вот так я сейчас покажу. Смотрите, вот у меня центр спины, центр воротника. По горловине я прикалываю и дохожу до вот этой метки. Да, вот я отметила ее ручкой, чтобы вам было видно. Вот галочка, надсечка. Значит, дохожу до этой надсечки, и у меня должно оставаться вот так еще 0,7-1 сантиметр. Сколько мы оставляли для шва. То есть я оставляла 1 сантиметр, значит 1 сантиметр и должен у меня остаться. Так, сейчас немножко поровнее сделаю. Чуть-чуть. Немножко неаккуратно. Так, теперь разворачиваем место надсечки. И смотрите, вот здесь у меня тоже надсечка, где уголочек, да, до уголочка я тоже вот так скалываю. Уже я перехожу на лацкан. Видите, тут у меня уже уголочек. Я не буду сам уголочек сшивать. Вот так разворачиваем. И у нас должен получиться вот здесь красивый уголочек, вот здесь. Будет красивый уголочек. То есть мы сначала с вами скалываем, потом мы с вами приметываем. После того, как мы убедились, что все красиво легло, то есть мы приметали, сначала приметали по горловине, потом, ну, до надсечки, да, потом мы приметали от надсечки вот сюда до вот этой меточки. И только после этого мы с вами будем пришивать наш воротничок. Конечно же, делаем то же самое с другой стороны, от центра в другую сторону. Как мы будем его пришивать, я уже покажу отдельно, более подробно. Сейчас пока убираю булавочки. Ну, то же самое мы делаем с вами и на жакете. То есть мы уже делаем это с этим воротничком, с продублированной. На жакет мы пришиваем именно его. Вот они у меня меточки, значит, вот этой меточкой я, опять же, лицом к лицу, центр с центром, точно так же прикалываю в одну сторону и в другую сторону. И делаю то же самое. Вот она моя надсечка, видно, да, вот она надсечка. Воротничок до надсечки. И здесь, ну вот я сейчас опять же, наверное, здесь будет виднее. Выделю надсечку темной синей ручкой. Вот он мой уголочек. Метка, это который уже воротничок, да, и вот он мой уголочек, где у меня будет заканчиваться вот сюда, да, будет подходить. Вот уголочек и вот надсечка. Они должны именно вот так совпасть, вот так. Я думаю, что уже будет понятно вот так. Так, более четко я рассказала. Все прикалываем, сейчас будем смотреть. Поэтому не спешите вырезать, обрезать воротничок. Лучше потом срежете. Допустим, вы когда вот прикололи от центра вот сюда, прикалываете, и если здесь уже не такая картинка, а допустим вот этот уголочек воротничка больше, то тогда его уже можно срезать. Вот. И уже после этого мы с вами переходим на эту сторону. Вот она наша меточка. До меточки. И вот так у нас получится вот такой красивый воротничок. Я думаю, что все понятно. Очень все достаточно подробно объяснила, рассказала. Сейчас я опять же за кадром это все сметаю, то есть приметаю воротнички к подкладке и к жакету, и мы с вами приступим уже к сшиванию. Как я буду сшивать, я покажу наглядно поближе. Итак, показываю, что у меня получилось. Вот я сметала воротничок, то есть смотрите, вот горловина, воротничок с горловиной сметанный, и вот этот уголочек до меточки, вот. И расправляем и смотрим. Вот этот уголочек, он не должен стягивать. Когда мы будем сейчас с вами пришивать, мы начинаем, то есть я сначала отдельно буду пришивать вот так
воротничок к горловине. Здесь закрепка, здесь закрепка. Далее я разворачиваю, то есть я убираю ниточки, отрезаю, разворачиваю. И мне нужно будет пришить вот эту часть воротничка. Также здесь закрепка, здесь закрепка. Так, меточку переношу на эту сторону. То есть от метки до вот этого вот этой рассечки или надсечки. Здесь тоже переношу меточку на эту сторону. От метки до надсечки. Здесь закрепка, здесь закрепка. Пришиваю таким образом оба воротничка. Итак, показываю более подробно. Буду пришивать со стороны воротничка от уголочка. Смотрите, вот у меня уголочек. Надеюсь, видно будет. Вот у меня уголочек, вот он, уголочек воротничка. Вот здесь, то есть вот где у меня начинается, или с этой стороны, да, можно, в принципе, со стороны жакета. Вот видно, где у меня надсечка. Вот она надсечка, и она, посмотрите, как растянулась. Надеюсь, видно. Я специально выделила ручкой, чтобы ее было видно. То есть она раскрылась, моя надсечка. Да, я просто чикнула, а она раскрылась. И вот теперь от надсечки я вот так вот это все расправляю, вот этот уголочек. От надсечки я делаю здесь закрепку, строчу на расстоянии 1 сантиметра, ну приблизительно, да. Делаю вот здесь закрепку. И опять же до надсечки, опять же здесь все выравниваю, расправляю до надсечки. Никаких заусенцев, никаких складочек тут быть не должно. Отрезаю ниточку в начале и в конце шва. И теперь мы должны застрочить вот этот уголочек. Опять же от надсечки. Вот она, наша надсечка. Мы вот это уже все разворачиваем на ту сторону, чтобы нам ничего не мешало. Вот он, наш уголочек. Вот он. И сейчас я с этой стороны, так, не перенесла меточку вот сюда. До меточки. От надсечки до меточки. Опять же здесь я делаю закрепку аккуратненько, прям к надсечке. Делаю закрепку. Отрезаю ниточку, разворачиваю и так, ну нужно еще ниточки наметочные убрать. И, конечно, также мы пришиваем второй уголочек, и также мы пришиваем воротничок на жакете. Вот так это выглядит с изнанки и с лица. Идем к утюгу и все отпариваем. То есть нам нужно красиво заутюжить вот эти вот уголочки. Итак, мы с вами пришили воротничок, разгладили швы. Вернее, я швы на подкладке заутюжила на сторону воротничка, на жакете, на сторону жакета. То есть, чтобы они, когда мы будем совмещать жакет с подкладкой, чтобы они нас не утолщали, не уплотняли в этом месте. Понятно, да? То есть, вот у нас за счет того, что вот здесь надсечка, в принципе, и очень аккуратно легли швы, заутюжились. Смотрим, вот так вот смотрим. Главное, то, что у нас будет на подкладке. То есть, смотрите, я сейчас одеваю подкладку на себя. Получается, надеваю лицевой стороной вовнутрь. И вот так поправляю, выправляю воротничок. Понятно, да, что вот этот вот уголочек, он будет на внешней стороне. То есть мы будем видеть именно воротничок подкладки.
что у нас будет на жакете, то будет внутри, под воротничком, под лацканом. Поэтому, если даже здесь у вас есть какие-то неприятности, ну, в принципе, конечно, лучше их избежать, да, вот эти все защипы и так далее. Но если все-таки какие-то меленькие есть, лучше я не советую 10 раз распарывать и перешивать, потому что, ну, если, допустим, у вас такая же ткань, как у меня, габардин, да, то есть вообще, в принципе, сыпучая ткань, то это чревато. Вот, поэтому вот так. Главное, на этом тренируемся, это уже пришиваем окончательно красиво. Вот так у меня выглядит мой жакетик будущий. В общем, на сегодня я заканчиваю. Я думаю, что все-таки видео получилось не слишком большим, не слишком объемным, но у меня просто уже нет времени, к сожалению, мне нужно бежать, поэтому сегодня я уже заканчиваю и с вами прощаюсь. Я надеюсь, что видео было для вас полезным, понятным, и до новых встреч!